Так, приступаем к сборке. С чего мы начнем? Берем 2 булавочки и отмечаем 7 ряд. Вот у нас первый ряд верхний. И от него 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И примерно вот так между столбиками 4, между булавками 4 столбика. В этих местах вот так мы сделаем утяжку. Потом мы сюда пришьем глаза. Утяжку я сделаю синей нитью дополнительной. Отрезаю длинный конец. Я сделаю утяжку и потом ее просто отложу в сторону. И потом в конце будем вышивать вот такие как бы точечки. Немножко украшать гребешок, ноздри. И то ее может не хватить. Так, начинаем утяжку. С задней стороны головы, где примерно будет магнит, вводим иголочку и выводим в булавку. И отступаем 2 столбика в сторону. Снова вводим иголочку и выводим ее назад. Затянули. Снова вводим, выводим, где у нас булавочка. 2 столбика отступаем и вводим. И хорошо затянули. Булавки можно убрать, чтобы они не мешались. Ну, вот так у нас получается утяжка. Еще один раз пройдемся, чтобы зафиксировать. Особенно вот первый стежок. Он послабее, чем второй. Поэтому его... Вот теперь как надо. Можно даже примерить глаза. Вот здесь они у нас будут. Вот так. Ну и все. Закрепляю ниточку. Закрепили. И куда-нибудь ее выведу, чтобы она мне пока не мешалась. Ну, например, вот где-нибудь вот здесь. Вот так внизу. Вот так. Так. Дальше. Дальше мы решаем, как же у нас будут расположены глаза. Будет здесь маленький и здесь большой. Вот так. Ну, например. Или наоборот. Крутим, вертим и выбираем, как вам нравится. Я сделаю так. Для этого опять берем булавочки. Нам нужно найти, ориентируемся по утяжкам и по краям вот здесь первого ряда, чтобы примерно глазик был посерединке.
У меня чуть-чуть в сторону. И я сдвинусь чуть-чуть в сторону. Так, корректируем, чтобы все было ровненько. Ну вот, теперь мне кажется, тут еще свет падает. Или все равно, да? Нет. Чуть-чуть в сторону. Ну вот, как бы у меня так получается. Все зафиксировали, чтобы они никуда не делись. Еще можно булавочками. Я сейчас так и сделаю, чтобы они не перекрутились. И пришиваем. А я набивать их не буду. Оставлю так. Ну вот так у меня получается. Глаза пришиты, ниточки я все сюда вывожу назад. Теперь берем веко. Это у нас набранный край. Этим набранным краем к телу приложили. С одной стороны зафиксировали вот так булавочкой. И с другой стороны зафиксировали. При пришивании немножко вот здесь обходим, ну, пришиваем как по форме глаза, чтобы у нас вот так получилось. Тут немножко поднято веко и тут опущено. Но еще потом можно будет, когда пришьем, сделать вот здесь между глазами чуть-чуть маленькую утяжку. Но это потом будет. Эту ниточку я пока не трогаю от набранного края, я ее потом спрячу. Так что пришиваем веко. Так, вот я пришила веко. Видно, да? Шла прям возле глаза, когда пришивала так. Поэтому оно и получается. Одно выше, другое ниже. Как нам, в принципе, и нужно. Сейчас я выведу иголочку наизнанку. Вот так. И обратно. Только уже выведу вот здесь между глазиков. Вот так. И сделаю утяжку. Так. И так. Не сильно такую утяжку, но чтобы зафиксировать чуть-чуть. Вот так. Видите, как сразу все поменялось. Можно, конечно, так оставить, но я немножко здесь стягиваю. Не очень сильно. И закрепляем ниточку. Обрезаем. Ну а теперь мы примеряем рожки. Как они будут у нас расположены. На булавочке крепим. И потом будем пришивать, если положение нам нравится. Немножко изменю. Вот так. Вот так прикрепили рожки. И пришиваем в том положении, которое вам больше всего нравится. Ну, а здесь потом у нас будут ушки. Рожки пришиты. И я уже прикрепила ушки. Это немножко пониже опущу. Но, в принципе, без разницы, даже если они чуть-чуть будут
ниже, выше. Это даже ему придаст какой-нибудь такой некий шарм. Да? Так, крепим ушки. Можно даже их повыше сделать. Ну, вот так, под рожками. Но я сделаю пониже, примерно вот на уровне вот так глазика. Так, ушки я пришила. Я их пришивала 1, 2, 3 в третьем ряду от рогов. Может, кому будет полезна эта информация. Так, теперь продолжаем. Будем пришивать ножки. Ножки я пришиваю. Вот у нас последний ряд, где мы сшивали. И примерно у нас же тут убавки, да, и ножка немножко загнута вот так. И вот этим загнутым в центр поворачиваем. И вот здесь так, ниточку. Вот так я пока придержу. Вот так будет. И булавками прикреплю. Вот, одна ножка готова. Так же самое я вторую креплю. А ручки, ну, примерно на уровне ног, может даже чуть-чуть в центр, вот так. И немножко, чтобы они вот так были. Немножко наискосок. Вот так прикрепляю. Ножки буду пришивать по кругу просто. А ручки я пришью вот здесь к телу. И еще 2 стежками вот здесь и здесь. И так же самое один стежок вот тут под ручкой. Чтобы более-менее зафиксировать их. Чтобы у нас вот так получилось. Вот как у этого. И они будут в центр вот так смотреть. И ножки. Все, пришиваем. Так, все конечности пришиты. У меня так получается. Чуть кривовато где-то, но ничего. Даже одна ручка как бы ниже, выше. Мне все равно все нравится. Теперь мы пришиваем хвостик. Ниточки все запрятали основного цвета. И ориентируюсь не как сзади, да, смотрится, а как будет смотреться это все впереди. Ну вот, даже вот так чуть-чуть пониже. Вот так. Я так и оставлю. И наискосок. И на булавочке это все креплю. Вот так у нас получится. Ну, а сзади будет вот так. Потом пришиваем хвостик. Пришиваем его вот здесь. Потом оттопыриваем. И еще здесь проходимся один раз. Чтобы он более-менее хорошо держался. Вот как тут хвостик. У этого хвостик так же самое. Хвостик пришит. Да, тут у меня такое это. Я потом подстригу и все заклею. Ну, и осталось у нас пришить крылышки. Крылышки так же самое, когда я пришиваю, я смотрю больше наперед, как оно смотрится. Ну, вот примерно вот так. И уже потом креплю. Вот одно крылышко. Теперь крепим второе. И ориентируемся примерно, чтобы было одинаково. Ну, вот я думаю, одинаково. Главное не уронить его и закрепить побыстрее.
Вот так. Пришиваем крылышки. Крылышки пришиты. Вот так это сзади смотрится. Все собрано. Ну и так как у меня ниточка здесь выведена внизу, я снизу и начну вышивать в произвольном порядке вот такие пятнышки. Немножко вот здесь они сбоку будут проходить, чуть-чуть впереди. И потом, если ниточка останется, я поднимусь выше, вышьем ноздри и гребешок. Но сначала я здесь пятнышки вышью, а перед тем, как вышивать ноздри, скорее всего, приклеим глаза, чтобы посмотреть, что получится. И прям даже сейчас их и приклею. Самое интересное, как расположить глаза. Да, вот они у меня так. Ну, зрачки в сторону или вниз. Как они будут смотреться. Выбираем понравившееся вам положение и приклеиваем глазки. Я даже... Ой, такая мелочь. Даже не знаю, как мне их приклеить. Такого сделать. Может быть. Но у меня уже такой есть. Поэтому не знаю. Сейчас еще подумаю, поколдую. Остановилась на таком варианте. Будет похож на этого. Но все равно они намного разные. Так, вышиваю я через один столбик. Например, вот здесь у меня есть. Один отступаю в сторону. Например, на ряд спускаюсь куда-нибудь. Вот так. Сильно не затягиваем. И так же само дальше. Главное сильно не затягивать. Вот так. Ой. Ну, я думаю, всем понятно, да, как мы это делаем. И потом идем сюда немножко и на эту сторону. Вышьем пятнышки. И потом здесь, перед тем, как вышивать, наверное, в начале ноздри. Но я посмотрю сейчас еще. Я не уверена, как я буду дальше по очереди что делать. Так, вот так пятнышки я вышила. Какой нарядный сразу стал. И теперь я вышью ноздри. Вот я вывела. На каком уровне, как, ну я не знаю. У всех они вот по-разному, видите? У этого так, у этого так. Поэтому, ну вот смотрите, как у меня. Вывожу не прям посередине глазика, а чуть-чуть в сторону. И примерно вот, ну, получается даже два ряда здесь, да? Вот один ряд и вот второй. И вот здесь я вышью. Вышью ноздри. Вышью ноздри несколькими стежками. 3-4 раза, наверное. Сейчас посмотрим.
Сильно не затягиваем. Пусть пышненько будет. Так. Так. Ну вот, я думаю, хватит так. Ну, правда, сейчас еще один раз пройдусь и как раз выйду сюда и смотрим. Наверное, 2 столбика вот я отступлю и вышью здесь. Или как-то оно даже... Нет. У меня будет между ноздрями 1 столбик. Потому что если я здесь начну, то у меня вот так будет. А он, получается, уедет в сторону. Поэтому разворачиваемся. И 1 столбик назад. Так, не проходит. Наполнитель. Наполнитель прячем. Бывает, вот у меня так вылазит наполнитель. Ну вот, выше вот так ноздри. Теперь поднимаемся вверх. Тут все поправляем. Щечки. Вот так. Такая мордашка получается. Теперь будем вышивать гребень. Гребешочек. Гребешочек я вышиваю так же само, как ноздри. Вокруг 1 столбика и примерно вот посередине, да, между рог. Это делаю. Только побольше немножко стежков. Вот особенно в этом, который вверху. Чтобы он такой пышный-пышный был. Столбик. Вот такой. Чтобы было заметно. Еще добавлю. И еще. Я надеюсь. Думаю, хватит. Теперь я спускаюсь на... Как у меня здесь. Ну вот, видите, как оно чистит. А здесь так. Поэтому спускаемся на 1 ряд ниже. Если это можно тут назвать рядом, непонятно. Вот так. Ниже и примерно так же само центральный, только тут уже не столбик у меня, а как 2. Ну, я их буду вышивать. Вот. Просто за петельки. За 2 петельки 2 столбиков. Вот так можно сказать. Ну вот. Еще 1 раз. И тут я ввожу и вывожу опять на ряд ниже.
расправляем. Вот так получается 2. На ряд ниже здесь снова так же само. Вот у меня получается тут столбик, да? Но он получается в сторону, поэтому я захвачу половинку этого. И так буду вышивать. Вот вышила. Снова опустилась на ряд вниз на 1. И так же самое еще вышиваю одну пупырку. Я даже здесь большую не буду вышивать, вот такую маленькую, ну поменьше. Видно, да? Там большие, тут поменьше. Теперь, что нам еще надо? Давайте вышьем ему бровки. Так, одна будет здесь, а одна здесь. Так, пока сюда ловит. Кривовато, но мне так и надо. Он же у нас как бы удивленный, здесь и глаз выше. Да нет, мне так не надо. Мне так не надо. Я спущусь на 1 ряд ниже. Ну вот так. На ряд я спустилась пониже. Все, на этом ниточку закрепляем, обрезаем. Берем ниточку для вышивания рта. Можно даже обычной швейной ниточкой. Находим, куда здесь можно впихнуться. И вышиваем улыбочку. А вот какую? Я сначала в центр выведу. Вот так. И будем смотреть, как вышить. Так. Или так. Может так и сделать. Так. От центра 1-2 ряда в сторону и 1 наискосок. Я так сделаю. И возвращаемся обратно. Как я вышиваю. Можно так не делать. Можно своему динозаврику придумать другую улыбочку. Мало ли у вас выражение моськи у него другое, и ему другая подойдет. Вот, не знаю, наверное, так оставить. Я еще на 1 ряд поднимусь. Да, я так и оставлю. Ниточку закрепляем, обрезаем. Я подстригла все кончики ниточек. Хорошо все и вот так прям перемешала с клеем. Они все склеются.
И как мне кажется, я, конечно, не знаю, что нити и клей хорошо клеются к магниту, что это лучше, чем просто клей. И вот утопаем прям в клею. Он выходит и по бокам, и везде. И так фиксируем, держим. Даже скорее палочкой. Моя палочка-выручалочка. Вот так. Зафиксировали, держим, ждем, пока подсохнет, немножко схватится. Ну вот, все приклеилось. Наш щекастый дракончик готов. Спасибо всем, кто вязал его со мной. Кто смотрит мои ролики, подписывается. Вяжите на удовольствие себе, своим близким. Он очень-очень прикольный. Он такой хорошенький получается. И этот образ получился очень ярким. Мне он очень нравится. Как и все остальные. Спасибо всем большое за просмотр. До скорых встреч!